Здравствуйте, представители знака Зодиака Дева. Июнь 2024 года. Таро-прогноз, гороскоп, события на пороге. 3 главных события. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами. И любой прогноз, расклад не расскажет о том, что вы чувствуете, мои дорогие. Или что у вас сейчас в жизни происходит. Какие перипетии вас закружили. Но я так надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И все же какие-то подсказки вы получите. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Чуть позже я опубликую планетарный гороскоп на своем сайте на июнь месяц. Следите за публикациями во вкладке «Сообщество», чтобы сверить свои намерения и планы с расписанием звезд, а также с прогнозом карт Таро. А мы идем с вами дальше. События на пороге. Так вот, события на пороге. 2 первых карты мы с вами достанем, и это будет означать, что придет в вашу жизнь. Что спешит на ваш порог, мои дорогие девы. Это будет первая карта. И что окончательно уйдет из вашей жизни. Возможно, это просто какой-то вопрос, тема, которую вы сумеете решить в течение июня месяца. Итак, что же спешит на ваш порог? Какие события на пороге? И что, окончательно завершится или уйдет? И, как мы заявили, 3 главных события. Давайте разберемся, уточним, как видят Таро карты для вашего знака Зодиака месяц, что придет. Прекрасная добрая карта, королева воды. Это у нас Таро ангелов, поддержки ангелов. Это любящий человек. Это тот, который проявляет по отношению к вам эмпатию. Это тот, который хочет вам помочь, причем искренне. Вас воспринимают такими, как вы есть, не пытаясь вас как-то перекроить и переделать. И это еще чувствительные люди. Может карта, конечно, говорить о вашем партнере, например. Все же кубковые персональные карты часто рассказывают о наших супругах. Или пусть брак не оформлен, о ваших друзьях, или именно вот тех людях, которые подобные эмоции испытывают. Это может быть и с вашей стороны. Когда вы о ком-то будете заботиться, может быть и так, и ваши любимые. Но, в принципе, это сама по себе карта очень позитивная, хорошего настроения. Или, может быть, это вы будете какие-то вопросы решать по части вашей семьи, вашей личной жизни. И когда вам в эту тему будет приятно углубиться, что же уйдет? Туз кубков. Вы знаете, правда, может быть, есть какая-то тема конкретная, которая касается вашей семьи. Я не могу сказать, что это уйдет. Это как раз энергетика одинаковая. Это чувство наполненности, радости, счастья, безусловно, нашей интуиции, возможностей, эмоций. Но я так вижу, поскольку кубковые карты у вас выпадают именно «придет», «уйдет». Или какие события на пороге, если мы смотрим. Вы сумеете, правда, какие-то вопросы по части вашей личной жизни. Может быть, вашего места пребывания закрыть. Может быть, для вас, мои дорогие девы, какое-то знакомство. И вы будете переводить на новый уровень ваши отношения. Вполне вероятно. Может быть, это было где-то на уровне эмоций. А теперь, с учетом королевы воды, вы будете переводить на более стабильные рельсы или надумаете проживать вместе, или какой-то еще другой вопрос, который касается, возможно, ваших родственников, или, может быть, и знакомства какие-то, или, может быть, это ваши дети, тут у каждого по-своему. Но вопросы личной жизни в июне месяце, судя по картам, или то, что на пороге, это, возможно, начало июня, когда подобные вопросы вы будете решать самого разного плана. Давайте мы с вами узнаем, каковы же 3 события. И продолжает карта всю ту же тему. Десятка кубков, посмотрите. Тут не просто уходит, да, туз, мы сказали, туз воды приятная, ну, как наполненность эмоциями, вдохновением, счастьем, радостью. Тут все развивается. То действительно для кого-то из вас это те отношения, которые, может быть, зарождались как дружба, а тут перейдут на другой уровень. Вы можете надумать жить вместе. Или любые иные вопросы, опять же, которые касаются вашей семьи. Давайте мы немножко раскроем. На второй колоде
золоченого королевского таро. Чем дело кончится? Может быть, это все более конкретное для кого-то из вас, когда сопряжено с оформлениями документов, сопряжено с оформлениями недвижимостью, может быть, у кого-то и наследство, правда. Тут по-разному могут самые разноликие какие-то ваши ситуации жизненные проиграться. Так вот, давайте в целом. Чем дело кончится? Победой. Не буду дотягивать еще, чем сердце успокоится, потому что карта очень полно говорит. Вот то, что вы себе запланировали, у вас и получается. Вообще продуктивно, приятный период. По крайней мере, на пороге июня, начало июня, оно будет сопряжено с тем, что вы останетесь, как и собой, довольны. Ну и, в принципе, решите ряд вопросов. Хорошо, второе событие. Ну, что-то вы решаете, что-то, может быть, и нет. По четверке кубков это когда мы вот так, как молодой человек, который нам представлен на карте, он смотрит на 3 кубка, а ему надо обернуться, увидеть еще одну возможность. Может быть, вы себе что-то напланировали и пока не знаете, как к этому подступиться. По этой карте это может быть просто, знаете, как воспоминание, сожаление по тому периоду жизни или, может быть, по конкретному человеку, то, что мы не смогли продолжить. А карта нам говорит, нет, жизнь продолжается. Тут нужно увидеть совершенно какой-то новый вариант для вас. И это как задача. Давайте мы спросим, чем же дело кончится, что это такое. А вы знаете, вы можете чувствовать, тут действительно на уровне эмоций. Часто четверка воды, это знаете как? Это когда вы сами можете в себе закрываться. Это конкретно в этой колоде карт патронажа ангелов как значение эгоцентризма. Уходить в себя. Начинать обдумывать какую-то прежнюю ситуацию. Может быть, она и со знаком минус, но она как будто закончилась. Нет смысла к ней возвращаться. Вы не можете осуществить какой-то прогресс, или вы не можете продолжить какие-то отношения, потому что к этому были объективные причины. Это было то, что не подвластно вам. И принять то, что свершилось, или то, что как факт существует в данный момент, это будет для вас важно. Вы не должны себя где-то тиражировать в прошлом или в каких-то апатичных мыслях. Не нужно себе устраивать глубокую философию. Тут задача, чем дело кончится. От ваших каких-то важных решений будет зависеть, выйдете вы из этого тупика или нет. Может быть, жизненный тупик. У кого-то это могут быть сожаления по конкретному человеку. Меня смотрят люди из разных стран. Когда есть какая-то ситуация, которую вы ее не можете вернуть. И опять же, повторюсь, она не зависела от вас. Да, может быть, человек был дорог. Или какое-то дело, мои дорогие девы, которое тоже не зависело от вас. Обстоятельства какие-то непреодолимой силы. Но есть что-то по аркану повешенной. То, что вы не могли изменить. И теперь задача, как будто действие, ситуация, она уже закончилась. А мысли ваши, они тоже в прошлом. Вот эти мысли оставить тоже в прошлом и идти вперед. Иначе мы рискуем застрять в этом жизненном тупике. Чем сердце успокоится. А перед вами весь мир у ваших ног. Вот посмотрите, всегда ведь это карта выбора, четверка воды или четверка кубков. Когда мы замираем, нет действия по этой карте. Мы вот так сидим, пригорюнившись, и ничего вокруг не происходит. Понятно, что вокруг происходят события, и много чего случается, но мы-то этого не замечаем. Нам кажется, жизнь замерла в одной точке, и мы вот в этом подвешенном тупике оказываемся. И у вас сейчас выбор. Либо весь мир перед вашими ногами буквально, или какие-то новые возможности. Если был какой-то минус в отношениях, ну, оставьте прошлое в прошлом. Значит, будут новые отношения, будет новая история, будет новая любовь, будет новое взаимопонимание, новое качество жизни. Если это была какая-то патовая ситуация по работе, по творчеству, по бизнесу, ну, значит, есть тоже какой-то пункт, который вы не могли изменить. И поэтому все равно идем вперед. Вот у вас, мои дорогие девы, есть какой-то выбор. Причем этот выбор 2 старших аркана.
когда нужно принять то, что вы действительно не можете изменить. И как раз то, что в ваших силах изменить, построить другое качество жизни. Ведь по этой карте нет ничего невозможного. Тут все, что хотите. Лавровый венок. Хотите популярным быть? Пожалуйста. Хотите заработать деньги? Пожалуйста. Тут у нас золотой телец. Хотите получить власть? Или достичь каких-то своих амбициозных планов? Получить новую должность? Тоже? Пожалуйста. Оказывать влияние, может быть, на кого-то даже. Мои дорогие, вот что бы вы тут ни запланировали, 21-й старший аркан, подведение итогов. И, в принципе, это ведь у вас сильная позиция. Но вы можете вот так замереть и начать какой-то либо глубокий анализ, самоанализ, самокопание на том, что уже произошло. Вот этого не стоит делать. Третье событие. По пажу мечей или по пажу воздуха мы как раз... Это, кстати, карта чувствительности, как ни странно. В этой колоде немножко идет другая трактовка. И аналитики одновременно. Когда мы прощаем себе прежние ошибки, идем вперед. Когда мы переключаемся на те реалии, которые существуют в жизни. И, может быть, для вас это период, с одной стороны, вот такой приятный. А с другой стороны, есть и то, что вы должны однозначно оставить в прошлом, закрыть какой-то гештальт. Давайте мы уточним последнюю карту. Паж мечей. Что это может быть конкретно? Чем дело кончится? У кого-то может быть, правда, какая-то ситуация, которая сопряжена с составлением документов, сознанием подзаконных или законных актов, или как нужно правильно оформить какую-то бумагу посредством чиновников, и вам придется этим заниматься. Все же мечи – это уже какая-то конкретика, рационализм, логика. Итак, чем дело кончится? Победа? А у вас, посмотрите, у вас на пороге перемены. Вот в этой колоде Таро победа идет. Выход как раз вот из этого подвешенного состояния. Мир у ваших ног. У кого-то вопросы, связанные с переездом. И очень важные вопросы, когда вы можете сменить свое место проживания, пребывания на очень далекое направление, мои дорогие. Вы можете начать изучать новые направления в вашей деятельности. Кто-то начнет изучать языки, кто-то из вас с учетом аркана мир. Мир ведь это у нас пространство, эфир, интернет, освоение новых, может быть, IT-технологий или технологий, которые сопряжены с искусственным интеллектом. Все развивается просто семимильными шагами. И для вас плацдарм, клондайк, как поле возможностей, где нужно не сидеть пригорюнившись, а сделать какой-то выбор. И если финансовая история, к примеру, вот это вот разочарование по финансам, значит, у вас есть совершенно другая какая-то альтернативная или, может быть, цель, где вы достигнете очень больших высот и достаточно быстро. И карта колесницы – это тоже направление к успеху. И нам говорят, оставляй прошлое и встречай все то, что приходит на твой порог. Может быть, все вот эти карты вам подсказывают. Пока ты от чего-то мысленно как будто не откажешься или какую-то тему ты не закроешь, ты не освободишь пространство для чего-то нового. В жизни не бывает пустот. И поэтому, если вы хотите, чтобы быстрее ваша жизнь менялась к лучшему, действительно отказывайтесь от того, что не может служить вам прогрессом. Для кого-то это может быть по части, знаете, приезда к вам, может быть, конкретного человека, и вы будете решать тот или иной вопрос. Ну, а кто-то банально, может, пойдет визу оформлять, потому что тоже желает переехать. Или какие-то еще, с учетом все же старшего аркана, могут происходить события, это вокруг вас. Это может прийти известие, может быть известие от ваших родственников, когда вам придется поехать кому-то именно из родственников и решать в другой местности конкретный вопрос, потому что на месте это сделать проще, лучше, надежнее и так далее. Или это могут быть и вопросы, связанные с вашими детьми, когда кому-то понадобится ваша помощь. Давайте, чем же сердце успокоится? Карта перемен. Успокоится сердце, мои дорогие девы. Рыцарь кубков – это приятные эмоции, это радость.
Да, у кого-то это личная жизнь и предложение руки и сердца. Вот и так может проиграться. И если даже была, может быть, для вас, мои дорогие девы, у вас были отношения. Может быть, отношения потом встали на паузу, или у кого-то на расстоянии это было. Вы можете встретиться с этим человеком. Или была какая-то задержка, вы уже начали расстраиваться, или вы начали сомневаться, искать какие-то подвохи, ну, где-то так копаться в какой-то реальности, искать, может быть, даже какую-то нечестность. То есть вы засомневались. А тут наступает момент, когда все приходит в движение. Короче, вы остаетесь довольны. И правда, у кого-то в личной жизни могут быть очень серьезные изменения. Или пусть это изменения через ваших детей, через ваших родственников, или еще какие-то задачи, мои дорогие девы. Но я должна сказать, посмотрите, какие замечательные карты. Поэтому вы сами себя как не разрушаете. Или не добавляйте себе какой-то аналитики ненужной, если она связана с теми событиями, которые, ну, не в вашем ведении, не в ваших силах изменить. Тут нужно смотреть в будущее. И нам об этом говорят все карты. Позитивный июнь месяц. И события на пороге июня для вас более чем оставляют как плацдарм для вашей деятельности. Ну и для того же, конечно, чтобы вы были счастливы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.